Приветствую всех на моем канале. В этом видео рассмотрим светлых юнитов нейтральных и казарменных в новой версии 2.0 в эволюции тактики, то есть с разбором дополнительных навыков, пока еще здесь последние деньки. Позже, когда буду за темную сторону, смогу показать и темных. Итак, приступим, потому как есть нюансы, изменения в них очень важные. Приступим. Для начала мы с вами посмотрим нейтральных юнитов, эволюция тактики, потому как казарма доступна всем. И начнем мы с наших злополучных клятвопреступников. Что мы имеем? На данный момент у них все, что раньше было атакой, перешло в урон параметр. Это, я думаю, все заметили. Все, что раньше было показателем скорости, стало скоростью марша. Потому новые показатели фактически у нас это атака и инициатива у всех юнитов. Атака низкая, это и не важно, потому как она влияет только на физический урон юнита и влияет довольно незначительно. Позже поймете почему. Урон это наш основной параметр, как у физических юнитов, так и у магических. Инициатива в новой версии во время боя стыкуется с инициативой героя, который командует этими юнитами. Что это значит? Это значит, что если вы, например, даете маршалов Рохана Гимли, то, скорее всего, ваши маршалы Рохана вместе с Гимли будут ходить самыми последними из 4 героев. Вот такие макароны. Потому правильно подбирайте юнитов своим героям. Это очень важно теперь. Итак, инициатива 13. Забегая наперед, скажу, что это очень хорошо. Они будут ходить быстрее даже, по-моему, некоторых типов кавалерии. Урон 16-17 неплохо. Итак, по навыкам. Неуязвимый. Все как раньше. Получаемый физический урон минус 90%. Атаки наносят только фокусированный урон. То есть вот эти 16-17 это чистый фокусированный урон. Погибель. Все побежденные юниты умирают после боя. Что у нас по дополнительным навыкам в эволюции тактики? Первый это каждый раунд получаемый урон минус 2%, суммируется 5 раз. То есть на финише 10% в 5-м раунде. И дальше. Второй это повышает наносимый урон на 10% по противникам, находящимся под оглушением или безумием. А также, если не способны восстановить очки здоровья или другие эффекты, то есть горение, яд. По всем, кто страдает в бою, они наносят повышенный урон. Такие любят издеваться, в общем, над противниками. При попадании в враждебная цель минус 10 к защите. Минус 10 к физической защите стоит понимать, потому, скорее всего, вы будете использовать этот навык. И третий элита, это у нас все стандартно. Инициатива плюс 3, а у него уже 13, то есть будет 16, а он будет быстрее, чем лошади. Понимаете, да? Урон плюс 6, это обалденно. Это сильно поднимет урон, наносимый им. И время и стоимость призыва минус 10%. В принципе, я думаю, вы понимаете, он подойдет любому герою, который сходит с комплектом на повышенный магический урон. Дальше. Мореплаватель. Старый добрый мореплаватель. Видите, да? Скорость марша 85, урон 18, очки здоровья средненько, в общем. Но есть нюанс. Инициатива 4. Забегая наперед, это меньше, чем у пехоты гномов. То есть эти ребята улитки. Самые натуральные улитки. И я не думаю, что в принципе они где-нибудь у вас будут особо хорошо играть теперь. Против урона вражеского командира получаем урон минус 30. Это хорошо. В боях на переправах наносимый урон плюс 50. Плюс 50 это у нас будет урон 27. Неплохо. Но ходят они, скорее всего, будут ходить последними. Либо вы их предоставите в руки какому-нибудь Гэндальфу или Келеборну, дающему инициативу.
Вот тогда они несколько раундов у вас будут ходить быстро. Первый навык. Легкая броня. Получаем урон от вражеских юнитов ближнего боя минус 10%. Неплохо. Искатель сердец с вероятностью 50% каждый раунд добивания получает. Это уже получше. Возмещение. Получаемое лечение плюс 5% наносит дополнительный урон 20% случайному врагу при исцелении. То есть, ну, такое. Не очень годится. Юнит инициатива плюс 3 бесполезный, на мой взгляд, потому что плюс 3 к изначальному 4 это будет 7. Это все равно мало, и большинство пехоты будет все равно быстрее, чем они. Урон плюс 6, это уже неплохо. Время и стоимость призыва минус 10. Орлы. Угу. Инициатива 20. Это понятно, я думаю. Ходят быстро в бою. Здесь все просто. Минус 40 к получаемому урону в ближнем бою, плюс 20 к получаемому от дальнего боя. Наскок. Инициатива увеличивает наносимый урон на 10%. Вот на 10%, учитывая, что она 20 у них, это будет не шибко много, но и не шибко мало. То есть они по-прежнему очень специфические ребята. Получаемый урон минус 10% в боях на землях без построек. То есть как раз таки строите вы дороги, и против другого дорожника противника орлами можно воевать. Урон игнорирует 10% защиты цели. Это уже неплохо. Получаемое лечение и наносит дополнительный урон плюс 20% при исцелении. Такое. Текущий юнит плюс 5% ОЗ. Очки здоровья у нас сколько? 1100. Может и пригодится. Получаемое лечение плюс 5. Время и стоимость призыва минус 10. Либо очки здоровья третьим однозначно, либо время и стоимость призыва. Потому как получаемое лечение, ну, это только если вы очень хорошо понимаете игру и знаете, с кем их нужно комбинировать. Духи леса. Учитываем то, что у меня здесь уже выбрано плюс 6 к урону, то есть минус 6 от текущего урона, вот он, 38-40. Урон достаточно высокий. Атака 60. Повышение атаки им не сильно решит нанесение урона, потому как атака физическая, а навыки у них магические. Инициатива 4. Действует очень поздно в бою, потому сгодятся тем, кто повышать будет им эту самую инициативу. Очки здоровья, защита, это все неплохо. Итак, навыки. Атаки наносят дополнительно 20% фокусированный урон. Что это значит? Это значит, что вот этот вот урон они наносят 38-40, как физический, а сверху плюсом 20% уже фокусированный, а не целиком фокусированный, как было раньше. Получаемый урон ядом и фокусированный минус 70, получаемый горением плюс 50. Получаемое лечение плюс 50%. В каком плане? В том плане, что больше тех, кто должны были умереть после боя, попадут в больницу. Дополнительные навыки у нас. Получаемый урон минус 10 на земле без построек. Получаемый урон ядом минус 10. Хотя у них и так есть снижение против яда. То есть, ну, вот этот навык им не сильно решит что-либо. Получаемое лечение плюс 5 и наносит дополнительный урон 20% случайному врагу при исцелении. Это довольно неплохо, учитывая то, что они имеют 20% фокусированный сверху урон. Божественный гнев плюс 6 к урону. Божественная скорость плюс 5 к очкам здоровья. И опять же, как обычно, снижение времени и стоимости призыва на 10%. Подойдет. Очень хороший юнит в новом варианте, в том числе тем, кто опять же умеет его комбинировать, то есть со специфическими героями, у которых есть лечение, повышение инициативы, ускорение и тому подобное. Бёрнинги. Вот сейчас посмотрите его атаки. Итак, что мы видим?
Бёрнинги, урон 350-420, атака 40. Понимаете, да, почему я говорил, что атака не шибко решает? Потому что это показатель всего незначительно отныне и в процентах повышающий урон юнита не намного и лишь до определенного уровня. Если кто замечал, это так работает сейчас со всеми показателями. До определенного уровня, например, до 100 концентрация повышает, например, урон на 10%. Если вы поднимаете до 200, она уже повышает всего на 15%, а не на 20%. И чем выше повышаете, тем больше этот показатель падает. Инициатива 4. Понятно, что ребята таки остались медленными. Скорость марша 62. Изменение формы. Подготовка. Подготовка 4 раунда. Перевоплощение формы медведя и исцеление одного случайного ослабления. Урон плюс 20% до конца боя. Довольно неплохо, особенно если у вас есть защита высокая на первые раунды или отходы от урона. Большой юнит, получаемый физический урон минус 10%. Дополнительные навыки. Количество мертвых солдат в битвах уменьшается на 10%. Становится именно больше количество раненых. Опять же помним, да? После боя. Ближний бой. Наносимый урон плюс 10%, если присутствуют только вражеские юниты дальнего или ближнего боя. Специфический навык. Нужно знать, против кого выступать с таким. Чаще всего, опять-таки, темные на специальных сборках. Защита плюс 6. И в первые 3 раунда имеет вероятность 100% снятия ослабления. Вот. Это то, что им замечательно подойдет, учитывая их основной навык на перевоплощение. Дополнительные. Плюс 5% юнит ОЗ. Получаемое лечение плюс 5%. Это как раз получаемое лечение уже в бою, а не количество раненых после боя. Время и стоимость призыва минус 10%. Неплохой юнит на самом деле. Я бы его использовал, если у противника нет ребят, которые наносят повышенный урон по большим юнитам. А так, в принципе, персонаж может довольно неплохо раскрыться. Всадник Бри. Он имеет у нас 32-37 урон стандартный, довольно высокий. Учитывая то, что у него инициатива 14. Видим, да? Скорость марша 121. Инициатива 14 это в основном стандартная для кавалерии сейчас. Очки здоровья 76. Средненько так, не особо много. И защита 46. Тоже средне. Что по навыкам у нас? Кавалерия, как обычно, урон минус 2%. Сильная воля. На себя каждый раунд с вероятностью 100% снимает отрицательный эффект статуса. Отрицательный эффект статуса это яд, горение, снижение лечения и тому подобные вещи. Помните по предыдущей версии. Также я не упомянул, стоит упомянуть, видите вот этот значок, где я нажимаю, да? Средний юнит. Легкий юнит у нас это сейчас в основном все юниты, кто по 100 в одном отряде были, то есть пехота. Средний юнит это фактически вся кавалерия и некоторые войска тир 4. Те же духи леса, насколько я помню, и некоторые нейтральные юниты. Они наносят повышенный урон по пехоте, как изначально, собственно, и должно было быть. Именно потому копья стали сейчас менее эффективны против кавалерии, но не только против кавалерии. Против тир 4 некоторых юнитов аналогично. И тяжелый юнит, я думаю, это понятно, это слоны некоторые, это орлы, то есть крупные ребята, наносят повышенный урон как раз-таки средним юнитам нашим и получают повышенный от легких юнитов. То есть те же орлы, если раньше, или виверны, раньше страдали от лучников, то сейчас они еще больше будут получать урон от лучников. Это просто сразу смерть. Учитывайте это. Дополнительные навыки, вернемся к нашему юниту. Получаемый урон от вражеских юнитов ближнего боя минус 10. Ай-яй-яй, неплохо. Против юнитов дальнего боя наносимый урон плюс 10%. Это пока не всегда хорошо работает, но в будущем, возможно, станет опять нормально. Против урона от вражеского командира получаемый урон минус 10%.
То есть, понимаете, да? Этого юнита можно комбинировать как угодно будет. Юнит инициатива плюс 3. Юнит урон плюс 6. И стоимость призыва и найма минус 10. Хранитель. Хранитель у нас имеет инициативу 5, как видите. Что это значит? Он довольно медленный, но быстрее одних из самых медленных юнитов в игре. Такие дела. Урон 20 это высокий на данный момент урон в игре, учитывая то, что еще и разброс небольшой 20-25. Очки здоровья 25 мало. Защита 48, физическая средняя. Что это значит, учитывая эти параметры? Он будет очень сильно сыпаться под магическим уроном. Очень. Потому как он игнорирует защиту и сразу попадает в очки здоровья. Скорость марша 105 у нас. Атака 48. Дополнительно наносит 20% фокусированного урона. Помним, да? То есть сверху от того, что сейчас, плюс 20% наносит фокусированным уроном. Нападение. Когда у противника только один тип юнитов, наносимый урон плюс 20% в течение одного раунда. По-прежнему хорошо против каких-нибудь моноотрядов. Если поймаете осадную армию, хотя это она против любого не проблема. Слонов, орлов, виверн, еще кого-нибудь. Дополнительные навыки. Получаемый урон от вражеских юнитов дальнего боя минус 5%. С вероятностью 100% отход от 5 первых атак. Кажется, что это много, 5 первых атак, но не забываем, это юнит ближнего боя. И 5 первых атак, что это такое? У нас у противника сейчас уже 4 командира и 4 типа юнитов. То есть, если вы ставите только одного хранителя на первую линию, то за первый раунд он получит 8 атак. Что значит, этот бонус у вас отсыпется за первый раунд. Если скомбинируете с кем-то еще в отряде, то, может быть, этот бонус поможет вам первых 2 раунда. На третий его уже, скорее всего, не будет. Каждый раунд с вероятностью 50% получает добивание. Вот основная его фишка. С вероятностью 60% получаемый урон от ближнего боя минус 40%. Следующий наносимый урон плюс 15% при успехе. Это тоже сейчас полезно, учитывая, что выросло количество атак от ближнего боя, особенно если против темных играете. Юнит плюс 5% к очкам здоровья. Получаемый фокусированный урон минус 5. Полезно для него. Время и стоимость призыва минус 10%. Страж Дейла. Урон 18-20, очки здоровья 30, защита 40. Все по среднему, как для дальнего боя. Но инициатива 10. То есть быстрее него будут очень немногие юниты, но кавалерия точно. Что логично. А вот скорость марша низкая. Итак, в боях на землях с постройками наносимый урон плюс 10, защита плюс 10. Все как раньше. Повышает урон, наносимый зверями драконом, на 30%. Приоритет отдается атакам формирований звери и драконы. Это значит, что у нас, что он, как Дунедайны вычисляют дальний бой, точно так же он будет вычислять у нас зверей и драконов, если темные, наконец, будут играть драконами. Получаемый урон от вражеских юнитов ближнего боя минус 10%. Приоритет вражеским юнитам кавалерии. Наносимый урон плюс 10%. Но кавалерия ходит быстрее, чем он. Так себе. Каждый раунд наносит дополнительно 3% урона 3 построениям врага. 3 построениям врага, это я объясняю. Получается 9% каждый раунд плюс урона. Но урон наносится 3 героям и 3 юнитам, а не только 3 юнитам. Инициатива плюс 3. Плюс 6 к урону. Время и стоимость призыва минус 10. Довольно хороший юнит будет. Даже если у противника нет зверей или драконов. На постройках полезная штука. Лесовик-охотник. 15-20 урон
Инициатива 9, достаточно высокая скорость марша 50. Низкая скорость марша, хорошая инициатива. Очки здоровья и защита хорошие, урон низкий. Дополнительно наносит 20% урона ядом, то есть игнорирующего физическую защиту. Первые 4 раунда получает инициативу. Получаемый урон ядом минус 30. Количество мертвых солдат в битвах после боя уменьшено на 10%. Каждый раунд с вероятностью 20% получает добивание. Очень низкий шанс, на мой взгляд. Каждый раунд с вероятностью 50% атакует 2 построения врага. Вот это полезный навык. Инициатива плюс 3, плюс 6 к урону. Время и стоимость призыва минус 10. Защитник Шира. Имеет у нас 28-32 урон. Очки здоровья 79-40. Очки здоровья и защита усредненные. Но они много ему и не нужны, учитывая его навыки. Урон неплохой. А вот инициатива 18. Скорость марша 110. Скорость марша ниже у него, чем у многих из кавалерии. Но инициатива выше. Я не видел еще маршала Врохана, насколько высокая у них инициатива. Но пока что они быстрее, чем вся остальная другая кавалерия. Навыки с вероятностью 50% повышают наносимый урон на 50%. Если в армию входят другие союзные юниты, то до одного другого союзного формирования защищает защитник Шира от нападения врагов. То есть, понятно, их защищают. Не подвержен влиянию безумия, и каждый раунд с вероятностью 50% снимает безумие с одного союзника. Если командир союзного формирования хоббит или человек, повышает атаку защитника Шира на 2 и инициативу на 2. То есть у нас будет в бою у них инициатива минимум 20. Неплохо. Очень даже. Как обычно, хороший юнит. Получаем урон от вражеских юнитов ближнего боя минус 10. Против врагов высокого уровня, то есть тир 4, плюс 10 к урону. Повышает наносимый урон на 10% при атаке формирования, находящегося под действием оглушения, безумия, неспособности восстановить очки здоровья или других эффектов. Тоже полезная вещь. И элита 3 у нас как дополнительный, плюс 3 еще инициатива. Фокусированный урон минус 5 получаемый. И стоимость призыва снижена. Дровосек. Дровосек. Инициатива 6. Для пехоты это в принципе средний показатель. Урон 16-19. Для пехоты опять же средний показатель. Очки здоровья и защита. Немного слабовато, конечно. Навыки на себя. Игнорирует 10% защиты цели. С вероятностью 50% снижает защиту цели на 2 в течение одного раунда. Если в вашей армии есть гномы. Знаете, снижать защиту цели на 2 это очень мало сейчас. Очень. Потому что в бою иногда защита обычных юнитов вырастает до 100, до 110. И минус 2 это совсем ни о чем. С вероятностью 20% отход от урона получаемого. С вероятностью 30% отход при сражении на земле дерева. То есть если он сражается на земле дерева, с вероятностью 30% весь бой он будет пытаться отойти от урона. Это неплохо, конечно. Получаемый урон от юнитов ближнего боя минус 10. При попадании в враждебная цель минус 10 к защите на 1 раунд всего. С вероятностью 60% получаем урон ближнего боя минус 40. При следующий наносимый урон плюс 15 при успехе. Юнит инициатива плюс 3. Юнит урон плюс 6. Время и стоимость призыва минус 10. Все довольно серьезно упростили здесь. Старые добрые наши черепашки. Инициатива 1. Как и ожидалось. Безусловно. Скорость марша по-прежнему 15. То есть они в бою ходят последние, разве только кто-то даст им инициативу. И скорость марша у них тоже. Все как по-прежде.
Значительно уменьшает получаемый урон ядом, повышает получаемый урон горением на 50%. Первые 3 раунда повышает защиту на 20 себе. Здесь не указано, себе повышает на 20 и защищает 2 союзных формирования. 2 союзных формирования, это значит, он защищает 2 союзных юнита, не командиров. Получаемый физический урон минус 10. Кто обратил внимание, это как раз у нас ожидаемо. Тяжелый юнит. Будет получать еще сильнее от алхимиков. Отлично. Получаемый урон минус 10 в боях на землях без построек. Наносимый урон плюс 10, если присутствуют только вражеские юниты дальнего или ближнего боя. Ситуативно. Получаемый урон минус 15% после исцеления. Действует в течение 2 раундов, может суммироваться дважды. То есть, если его лечат дважды за раунд, то 2 раунда последующие, или текущий и следующий, он получает минус 30% к урону. Заметьте, к любому урону. Это сюда входит и магический, огонь в том числе. Что довольно неплохо. То есть с ребятами, которые их будут лечить, они получают серьезную устойчивость против огня. Хотя у них есть уязвимость. Очки здоровья плюс 5%. Получаемый фокусированный урон минус 5. Стоимость и время призыва минус 10. Очки здоровья плюс 5%. У нас сколько здесь в голом виде? 2400. Их 2 юнита на 100 командования. Неплохо. И защитник глубин. Шикарный, на мой взгляд, юнит. Сейчас поймете почему. Инициатива 6, довольно средняя. Урон 30-40. Это серьезный урон. Очки здоровья при этом 80 и защита 60. Скорость марша 85. Навыки. Каждая атака уменьшает урон, наносимый врагом, и его защиту на 12%. Длительность 1 раунд. Учитывая то, что у нас всадники на баранах больше не снижают в процентах защиту врага, и в целом даже герои чаще всего снижают защиту врага на 10%, то 12% снижения защиты и снижение атаки врага одновременно — это очень-очень круто. После получения урона горением атака с обычным уроном превращается в урон горением, а наносимый урон весь плюс 25% до конца боя. Против вражеских целей, пораженных безумием и оглушением, наносимый урон плюс 40%. Нам как бы намекают, возьмите этого парня в свою команду. Дополнительные навыки. Получаем урон от вражеских юнитов ближнего боя минус 10. Атаки имеют вероятность 30% нанести дополнительно 10% урона один раз. Один раз за раунд, насколько я понимаю, все-таки. При следующем случае нанесения урона один раз наносится 10% в случае успеха. Ага. Понятно. Значительно повышает урон. Против юнитов ближнего боя урон плюс 10. Но это более стабильный навык, чем соседний. Пожалуй, учитывая то, что это учитываться будет и урон от огня, если против огненных врагов. То же самое. Юнит осада плюс 6, получаемый фокусированный урон минус 5 и стоимость и время призыва минус 10. Итак, нейтральных мы рассмотрели в эволюции тактики, что у нас по времени 28. Будем закругляться пока что, значит, юниты в казармах разберем на следующий раз, потому как времени уже много. Благодарю всех за просмотр. Помните, что подбор юнитов теперь стал более интересен и более близок к вселенной Властелина Кольца. Потому даже те же копья больше не так сильно наносят урон по лошадям. Все приблизили к реальности. Благодарю всех за внимание. Приятной игры!